Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 5 октября. Поговорим о народных приметах, поговорим о празднике, также поговорим о том, что нельзя категорически делать в этот день. Это касается и мусора, и наших денег, и нашего благополучия. Также уделим внимание и лунному календарю. Обращаю ваше внимание, что у нас 5 октября последний день перед новолунием. Поэтому обязательно прослушайте и рекомендации по лунному календарю, чтобы знать, как прожить этот, возможно, для кого-то тяжелый будет день. Все более подробно далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, как всегда, по традиции мы с вами начинаем с лунного календаря. Согласно народному календарю, сегодня день Ионы и Фока. Также по-другому называется Иоанна Листодер или Листопад. А вот согласно церковному календарю, верующие в эту дату вспоминают пророка Иону и святого мученика Фоку и епископа Синопского. А православная церковь почитает память ветхозаветного пророка Ионы, который жил в 8 веке до Рождества Христова. В состав Библии входит книга пророка Ионы, в которой содержится пророчество о страданиях Спасителя, о судьбах израильского народа, а также о запустении Иерусалима и конце света. В народе и по народному календарю сегодня 5 октября отмечают день листопада или Иону Листодера, который получил такое название, потому что в это время обычно дует сильный ветер, который срывает листья с деревьев. Считалось у крестьян, что 5 октября несчастливая дата, потому что сегодняшние ветры несут порчу, темные силы и, возможно, даже болезни. Поэтому сегодня верили в народе, что если в этот день следовать народным приметам, запретам, то можно избавиться от бед и несчастий. А вот 5 октября запрещалось сжигать старые веники, также обзывать и ругаться на ветер, разрушать муравейники, а также бить хлыстом или веткой по земле. Зато при необходимости сегодня можно было вызвать ветер. Для этого свистели в сторону, из которой нужно было, чтобы он подул, или же пели, например, как вариант, веселую песню. Даже существует легенда, что пророк Иона по Божьему велению пробыл в чреве кита 3 суток, где молился и каялся. Поэтому 5 октября нельзя было ловить и есть рыбу, а также продавать ее, поскольку этим можно прогневать Иону и тем самым накликать на себя беду. В день Ионы по старинной народной традиции чтят осину. Это дерево, которое принимает горести и защищает от темных сил. Крестьяне ломали ее ветки и расставляли их по всем углам двора, а также крепили к воротам, чтобы на дом и скот нечистая сила не позарилась. А вот люди, которые заболели лихорадкой 5 октября, проводили специальный обряд. Собирались силами и шли в лес, чтобы найти там осину. Кланялись ей и вешали на нее свою нательную рубаху. Потом обнимали они дерево и просили забрать все болезни. Рубаху снова надевали на себя. Если же у больного человека не было сил добраться до целительного дерева, то ритуал проводили родственники. Даже у крестьян бытовало такое поверье, что кто в день Ионы убьет змею, должен был ее повесить на осину. Иначе гад оживет и по следу убийцу своего найдет, чтобы смертельно укусить.
А вот ведуньи, знахари 5 октября проводили различные обряды, ритуалы, читали определенные заговоры на осину от различных болезней. А вот народные приметы предупреждают, что сегодня, 5 октября, в день Ионы, ни в коем случае нельзя делать рыбные блюда, так как рыба сегодня ассоциируется с неудачным морским приключением пророка Ионы, во время которого он 3 дня провел в ките. Кроме того, по этой же причине 5 октября нельзя ловить рыбу, есть и покупать, а также продавать. Иначе придут болезни и беды, и начнется в жизни полоса неудач. В день Ионы запрещается и сжигать веники, которыми долгое время вы мели в доме. Считается в народе, что пепел сожженного старого веника может, развиваясь по ветру, разогнать семейное счастье и домашний уют, вернуть которые уже, к сожалению, не будет возможности. Запрещено 5 октября разорять муравейники, ругаться на ветер, а также бить кнутом или палкой по земле. По народной примете, все эти действия могут стать причиной бури, которая будет сходна с той, которая носила пророка Иону по морю. Не рекомендуется и 5 октября спать до обеда, иначе святой может наказать любителя понежиться в постели длительной бессонницей и финансовыми трудностями. Поэтому так важно сегодня встать с первыми лучами солнца и постараться переделать кучу дел. Это вам зачтется в будущем. Также 5 октября не стоит спать на чужой постели, так как таким образом вы можете привлечь к себе болезни раннего спящего на ней. Поэтому, отправляясь в день Иоанны в командировку или на отдых, во время которого придется вам ночевать в гостинице, лучше прихватить свое постельное белье. Если у вас нет такой возможности, то перед тем, как ложиться спать на чужое место, необходимо обязательно прочитать молитву «Отче наш» и трижды перекрестить постель. И тогда дурная народная примета просто не сработает. Также сегодня, 5 октября, ни в коем случае не выносите мусор из дома. Не давайте никому денег в долг и ни в коем случае не одалживайте свои личные вещи. При этом не одалживайте ни близким, ни родным, ни соседям, ни друзьям. Умеренность во всем позволит вам сохранить мир в душе и стабильность в финансовой сфере. Также сегодня возможно обострение хронических заболеваний, депрессивные настроения и, к сожалению, упаднические мысли. А вот отличным противоядием сегодня станет чай с медом, который заговаривают на удачу своими словами. Но если вы не знаете, какие слова использовать, то когда вы заварите чай и положите ложечку меда или 2 ложечки меда, в зависимости, как вы любите, то обязательно, когда будете размешивать этот мед, обязательно скажите такие слова. Медок сладок, чай сладок и денежки сладкие. Пчела по крупице в улей носит, а я по денежке богатства насобираю. У пчелы улей богат, а у меня дом еще богаче. И далее принимайтесь за питье вкусного чая. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 5 октября 2021 года. Сегодня у нас с вами 28 и 29 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. После 15 часов 40 минут луна переходит в знак зодиака Весы. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас последний день лунного месяца. 6 октября у нас новолуние. Помните об этом. Поэтому сейчас жизненный тонус организма требует перезагрузки. Эмоциональная жизнь просто замирает, поэтому лучше сосредоточьтесь на работе. Повышается внимательность, рациональность и способность анализировать. Также сегодня удачное время для проведения ревизий, аудитов, всевозможных проверок. Также сегодня уделите внимание своему здоровью и проведите практики.
С другой стороны, сегодня 5 октября, это день лунного календаря, который он довольно сложный и тяжелый в каком-то смысле. Почему? Потому что это обусловлено близким расположением к новолунию. День насыщен энергетической силой, но она очень слаба, да еще и в придачу нестабильна. И в этот день, вот перед новолунием, обостряются как положительные, так и отрицательные качества человека. Большое влияние оказывают эмоции, инстинкты. Люди, к сожалению, довольно уязвимы в этот день, легко поддаются обману и всевозможным иллюзиям. И обращаем ваше внимание, что вам сегодня нужно быть в позитивном настроении, находиться в состоянии любви, внутреннего спокойствия. И вот именно это поможет вам предупредить и правильно оценить негативную обстановку, которая может быть вокруг вас. Концентрация внимания и осторожность помогут сегодня осознать прошедшие ошибки и даже выйти на новый уровень сознания. А вот ваша интуиция даст возможность вам избежать многих неприятностей. Злость и обиды, конфликты и ссоры сегодня совершенно неуместны. Они затянутся, к сожалению, на длительный период. Поэтому сегодня, 5 октября, этот день лучше, если вы проведете в уединении. Посвятите себя духовному развитию и очищению. С другой стороны, 5 октября это в какой-то степени и итоговый день, потому что по нему делают выводы прожитого месяца. Если у вас в этот день, 5 октября, вас преследуют сложности, неудачи, значит вы неправильно использовали предоставленные вам возможности. А растраченные напрасные энергии вам напомнит усталость и растерянность. Также проанализируйте прожитый месяц и расставьте приоритеты, чтобы дальше идти только в благоприятном направлении. По возможности раздайте сегодня долги, постарайтесь избавиться от обиды, от каких-то ненужных связей. Вечером хорошо, если 5 октября вы примете прохладненький душ, который смоет весь негатив прошедшего дня. Также в этот крайне неблагоприятный день не начинайте никаких новых дел и даже в мыслях не стройте планы для бизнеса и торговли, потому что все-таки это не самое удачное время. И сегодня, 5 октября, постарайтесь очистить дом, очистить пищу, очистить себя от негативных мыслей. Поэтому в этот день рекомендуется для ног провести водные процедуры в соленой холодной воде. Вам нужно налить в тазик водички и простоять не более 10 где-то минут. И вот за эти 10 минут из вас уйдет вся черная энергетика. Если будете стоять дольше, то начнет сходить и хорошая энергетика. Таким образом, с помощью этой практики вы будете очищаться от сглаза. Температуру у воды сделайте такую, чтобы вы сами не ощущали дискомфорта. Когда будете стоять, все время думайте, что все плохое уходит в воду. Даже если у вас сегодня был 5 октября очень плохой день, то вы можете, например, взять в левую руку свечу. Свечу эту тушить нельзя, обращаем ваше внимание, она должна сгореть вся. Вы можете заранее отрезать столько, сколько вам нужно, чтобы она горела. Дуть на огонь также нельзя. Лучше гасить свечу пальцами правой руки. Также в этот день, как мы уже повторяемся, но рекомендуем очищать помещение, окуривать благовониями. Например, будет хорошо, если вы это сделаете можжевельником или багульником. Багульник должен у вас тлеть, а не гореть, чтобы шел именно дым. Хорошо сегодня очищает чага, она хорошо достаточно тлеет, и дым очищает и изгоняет зло в этот день. Так что, друзья, у нас 6 октября новолуние днем, поэтому, пожалуйста, давайте 5 октября приложим максимум усилий, чтобы избавиться от того груза, проблем, возможно, обид, которые нам не нужно внести в свой новый день и новый месяц.